Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о тиграх. Что мы знаем о них? Тигр – это тигр, скажете вы. Его ни с кем не перепутаешь. Полосатая шкура, гибкое тело, мощные лапы, огромные клыки и горящие огнем в темноте глаза. Одним словом, настоящее воплощение силы, красоты, грации. Он хищник и живет где-то далеко. И вспоминая историю о Маугли, скорее всего в густых лесах Азии. Кто-то скажет, какой Азии? Да они водятся в Приморском крае, в тайге, в лесу уссурийском и живут, возможно, на подсолнухах. Да еще много где в фильмах или мультфильмах мы встречали грозную полосатую кошку. Так все-таки, где именно живет тигр? Чем на самом деле он питается? Насколько силен и быстр этот полосатый красавец? И кто ему родственник? Лев, леопард, пантера? А может быть даже наша домашняя кошка? Чтобы не гадать и не путаться, прямо здесь и сейчас мы поговорим о них поподробнее. Поехали! Тигры – хищные млекопитающие семейства кошачьих, принадлежащего к подсемейству больших кошек. Они входят в род пантер, в который кроме тигров включены еще 4 вида – львы, леопарды, ягуары и снежные барсы. Главной особенностью всех представителей рода пантера является способность рычать, благодаря особому строению голосовых связок и гортани. Именно тигр считается самым крупным и массивным видом среди всех пантер. Вес взрослого самца может превышать 250 килограммов, а длина тела вместе с хвостом достигать более 3 метров. Тигры славятся не только размерами, но и своей уникальной внешностью. Ярко-рыжевато-оранжевая окраска с черными полосами делает их узнаваемыми с первого взгляда и при этом идеально маскирует в густых зарослях джунглей или высоких травах. Каждый тигр, кстати, обладает уникальным рисунком полос, подобно отпечаткам пальцев человека. Как же такие полосатые красавцы появились на нашей планете? Давайте поговорим об этом. И начнем мы, пожалуй, со всего семейства. Семейство кошачьих происходит от древних хищных млекопитающих, известных под общим названием миоциды, которое жило около 50-60 миллионов лет назад, в эпоху Эоцена. Миоциды были небольшими проворными зверьками, внешне напоминавшими смесь куницы и современной кошки. Эти ранние хищники стали прародителями целого ряда хищных семейств, включая кошачьих, собакообразных и куньих. Постепенно эволюция разделила миоцид на отдельные группы, одна из которых около 25 миллионов лет назад в Олигоцене дала начало первым настоящим кошкам – проаилурусам. Эти животные уже имели типичные кошачьи черты – удлиненное тело, гибкий позвоночник, острые клыки и когти, приспособленные к охоте на мелких млекопитающих и птиц. Позже, примерно 10 миллионов лет назад, появились псевдоилурусы, ставшие прямым предком всех современных кошек. Именно он разделился на 2 крупные ветви. Малые кошки, например, такие как рысь, пума, наши домашние кошечки, и большие кошки, он же род пантерины. Это тигры, львы, леопарды, ягуары и снежные барсы. И оказывается, самый ближайший родственник тигра – это снежный барс или ирбис. И несмотря на разницу в размерах и внешнем виде, у тигра ярко-рыжая полосатая шерсть, у ирбиса дымчато-серый мех с пятнистым рисунком. Генетические исследования показывают, что именно снежный барс ближе всего к тигру по эволюционному древу кошачьих. Когда-то, несколько миллионов лет назад, эти хищники произошли от общего предка, а затем разделились на 2 ветви, адаптировавшись к разным условиям жизни. Тигр к густым влажным лесам и равнинам, а ирбис к высокогорьям и скалам Центральной Азии. А вот лев, леопард и ягуар, хоть и похожи на тигра внешне, находятся от него чуть дальше в эволюционном плане. Их объединяют с тигром общие признаки и схожий образ жизни. Однако генетически тигр все же ближе всего именно к снежному барсу.
Пантерины – самое молодое подсемейство кошачьих. Первые пантерины появились на Земле в эпоху Плеоцена, около 5 миллионов лет назад. Многие доисторические виды пантеровых кошек к настоящему времени давно вымерли. Вид Panthera tigris образовался в Азии около 2 миллионов лет назад, то есть к концу Плеоцена и началу Плейстоценовой эпохи. Где именно, точно пока никто не знает. Ученые до сих пор спорят по этому поводу. Однако, судя по всему, тигр как вид сформировался где-то на территории современного Китая и только потом стал двигаться на юг и расселился в Юго-Восточной Азии, Индии, Дальнем Востоке, образовав множество подвидов. Пантеровые кошки жили бок о бок с другими, более древними и смертоносными родичами, саблезубыми кошками. Однако в то время, как последние вымерли, не сумев приспособиться к изменениям окружающей среды, пантеры, благодаря своей пластичности, здравствуют до сих пор. Ни одна кошка на Земле не сочетает в себе такую необыкновенную красоту с такой сокрушительной силой, как тигр. Огненно-рыжая шкура тигра, испещренная черными полосами, как бы подчеркивает его пламенный темперамент. Тигр является самым крупным представителем семейства кошачьих нашей планеты в естественной среде. А самой большой кошкой в мире является лигр, гибрид льва с тигрицей. Но об этом позже. Тигр издревле внушал благоговейный страх человеку и вместе с тем таинственным образом притягивал к себе внимание. Люди боялись его и почитали. Его образ пугал их и одновременно вызывал восхищение. Люди избегали встречи с ним и хотели быть похожими на него. Одним словом, тигр вызывал и вызывает у людей противоречивые чувства. И это неудивительно, ведь тигр столь ужасен, сколь и прекрасен. У тигра могучее и очень мускулистое туловище с мощным костяком. Он относительно немного ниже льва, зато длиннее. Вес тигра в зависимости от пола и подвида колеблется примерно от 100 до 350 килограммов, а в исключительных случаях может даже превышать эту отметку. Могучее туловище тигра как бы уплощено с боков. Это хорошо заметно, если смотреть на тигра сзади. Учитывая большие размеры тигра, с таким туловищем легче продираться сквозь густые заросли. Несмотря на то, что тело тигра довольно поджарое, может создаться впечатление, что его брюшко обвисло. На самом же деле это свойство его шкуры. На животе шкура тигра слегка обвисает. У тигра замечательные глаза, благодаря которым у его морды очень умное и осмысленное выражение. Взгляд зверя поражает своей глубиной. Когда тигр смотрит человеку прямо в глаза, то у последнего пробегают мурашки по коже, сердце начинает колотиться, и одновременно этот взгляд очаровывает и притягивает. Радужная оболочка глаз, как правило, янтарного цвета, у белых тигров голубая. Зрачок, что характерно для всех пантеровых кошек, имеет округлую форму. Зрение у тигров развито превосходно. Он отлично видит как днем, так и ночью. Особенности его хрусталика позволяют фокусировать зрение с поразительной быстротой и ловить в фокус даже очень быстрые движения. Таким образом, те движения, которые из-за высокой скорости мы видим размыто, для тигра представляют вполне четкую картинку. Помимо отличного зрения, у тигра необыкновенно тонкий слух, способный улавливать даже незначительные шорохи, а также звуки очень высокой частоты, недоступные человеческому уху. Обоняние, как у всех кошачьих, оставляет желать лучшего. Однако оно тоже играет важную роль, и скорее всего у тигра оно развито лучше, чем у малых кошек. Органом осязания служат вибрисы. У тигра они длиннее, чем у льва, так как последний живет на открытых территориях, а тигр предпочитает заросли. Вибрисы растут не только на самой мордочке, но и на надбровных дугах. Так или иначе, вибрисы есть у всех хищных млекопитающих, однако у животных, обитающих в густых зарослях, они развиты лучше. В пасти у тигра всего 30 зубов, и клыки, особенно верхние, просто огромные. Это самые крупные клыки в семействе кошачьих. У тигра самые сильные челюсти среди них, хотя относительно массы тела они уступают челюстям ягуара. Тем не менее, тигр плохо приспособлен к разгрызанию и дроблению слишком крупных костей, так как его челюсти, как и у всех кошачьих, могут двигаться только в двух направлениях – вверх-вниз, и не в состоянии двигаться влево-вправо, как челюсти собак, медведей, гиен или, к примеру, людей.
поэтому кошки плохо жуют и, едва оторвав кусок от своей добычи, почти сразу заглатывают его. Лапы толстые и очень сильные, прекрасно приспособленные для передвижения как по джунглям, так и по глубокому снегу. На передних лапах по 5 пальцев, а на задних всего 4. Первые пальцы передних лап, которые меньше остальных, расположены в стороне, как и у всех кошачьих, и во время ходьбы не касаются земли. Тигриные когти самые длинные среди кошачьих, они заметно мощнее когтей льва, особенно мощны когти на передних лапах, хотя и на задних они тоже внушительны. Благодаря особым связкам когти могут втягиваться в своего рода чехлы, как и у всех кошачьих. И как и у всех кошек, у тигров шершавый язык. Неудивительно, что у такой большой кошки, как тигр, язык особенно шершавый. Такая особенность обусловлена наличием на поверхности языка сотен кератинизированных сосочков, острых, загнутых назад микроструктур, которые выполняют сразу несколько важных функций. Их язык работает как натуральный напильник, соскабливая мясо даже с самых твердых костей. Это особенно важно в условиях дикой природы, где пища достается с трудом, и нужно использовать каждый кусочек. Исследования показывают, что шершавая текстура языка помогает удерживать воду и кровь из мяса, облегчая их заглатывание. Это особенно важно в засушливых районах. Ну и, конечно, такой язык очень удобен во время вылизывания своего тела. Занятие, которое кошки очень любят, и большие кошки не исключение. У тигра очень мощный пояс передних конечностей. Ключицы, правда, у тигра, как и у всех кошек, довольно слабоватые. Они соединены с лопаткой и грудной клеткой посредством эластичных связок, благодаря чему шансы тигра вывихнуть лапы крайне малы. Зато тигрята во время своих проказ могут растянуть их. Передние конечности довольно свободны в движениях, благодаря чему тигр может обхватить шею жертвы своими огромными лапами и попросту сломать ей шею. И тигр способен издавать очень мощные звуки. Его рык один из наиболее грозных среди хищников. Однако тигр не может испускать характерный раскатистый рев, которым так знаменит лев. Столь мощные рычащие звуки тигры, как и все пантеровые, могут издавать благодаря особенностям строения подъязычного аппарата, который состоит из 11 тоненьких косточек. Помимо рычания, тигр может также шипеть, урчать и издавать всякого рода мурлыкающие звуки. Урчит он, как и все пантеровые, только на выдохе, в отличие от представителей малых кошек, которые могут урчать и на вдохе, и на выдохе. Тигр очень подвижен. За сутки он способен проходить огромные расстояния, особенно амурский тигр. Вообще тигр бродяга по натуре. Бывало, он забредал в такие места, где тигров не было и в помине. Тигры способны развивать очень высокую скорость, около 70 км в час, но поддерживать он может ее недолго. Тем не менее, зверь этот очень вынослив и может пройти за ночь многие десятки километров. Помимо быстрого бега, тигр отлично приспособлен к прыжкам. Одним прыжком он может преодолеть около 10 метров в длину и 3 метра в высоту. Известно, что тигры любят воду и прекрасно плавают. Они способны проплывать многие километры. Например, известен случай, как один суматранский тигр проплыл 29 километров, а проплыть 6-8 для него вообще не представляет сложности. Из этого следует не только то, что тигр является превосходным пловцом, но еще и то, что он очень выносливое животное, хотя кошачьи и не отличаются этим. Хотя тигр ведет исключительно наземный образ жизни, при случае он может забраться и на дерево. И на первый взгляд может показаться, что в полосатой тигриной окраске нет ничего особенного, однако это не так. Дело в том, что у всех кошек подсемейства пантерины, кроме тигра, так или иначе пятнистая окраска. Единственная пантеровая кошка, которая окрашена однотонно, это лев. Однако львята покрыты пятнами, как и большинство представителей подсемейства пантерины. И только тигр на протяжении всей своей жизни полосат. Черные полосы тигра – это всего-навсего видоизмененные в процессе эволюции пятна. Появление полосок у тигров – это результат длительного процесса, который происходил под влиянием естественного отбора. Ученые считают, что полоски возникли как адаптация к окружающей среде и образу жизни тигров. Тигры – хищники, которые охотятся в лесах и зарослях высокой травы. Полосатый узор помогает им сливаться с окружающей средой, разбивая их силуэт на фоне вертикальных линий деревьев, травы и теней. Это делает их менее заметными для добычи.
И это очень интересно. Например, леопарды или ягуары, так же как и тигры, живут в лесах, однако они покрыты пятнами, а тигр все-таки полосами. Может быть, полосы лучше маскируют такое огромное туловище, как у тигра, а для сравнительно небольших размеров леопардов или ягуаров подходят пятна. Бывает, что у тигров происходит цветовая мутация, в результате чего рождаются тигры с белым окрасом. Белые тигры не являются альбиносами, так как они, как и их собратья с обычным окрасом, покрыты черными или темно-серыми полосами, а их глаза не красноватые, как у альбиносов, а чаще всего голубые, реже зеленоватые или даже янтарные, как у тигров с обычным окрасом. У белых тигров не хватает меланина, однако он все же присутствует, в отличие от альбиносов. Теоретически белые тигры могут встречаться у всех подвидов, однако известны лишь белые бенгальские тигры или тигры, у которых один из родителей был амурского подвида. Помимо белых тигров встречаются также тигры с еще более редким окрасом, так называемым Golden Tabby. У таких тигров шерсть светлее, чем у обычных, белые участки обширнее, а полосы не черного, а коричневого цвета. Особи такого необычного окраса встречаются не только среди чистокровных бенгальских тигров, но и среди тигров, в чьих жилах течет кровь амурских собратьев. И, пожалуй, самые редкие – это так называемые черные тигры, или, как их называют, псевдомеланистические тигры, с генетической мутацией, из-за которой полосы становятся шире и сливаются, создавая иллюзию черного тигра. Они встречаются только в Индии, особенно в Орисе и Бенгалии. Король джунглей ведет наземный образ жизни. Он бывает активен как днем, так и ночью. Это зверь-одиночка, который проводит время с себе подобными только в период размножения. У каждого тигра свой индивидуальный участок, и он не любит заходить на территорию, принадлежащую своим соплеменникам, так как в результате этого могут возникнуть стычки. Индивидуальный участок тигра очень обширен, особенно обширны индивидуальные участки амурских тигров, которые очень подвижны и за сутки могут проходить поистине огромные расстояния. Площадь такого участка во многом зависит и от плотности добычи. Чем плотность добычи меньше, тем соответственно шире индивидуальный участок хищника. Например, во влажных тропических лесах самец может занимать участок в 60 квадратных километров, а самочка примерно в 2 раза меньше. В Уссурийском же крае охотничьи угодья тигра могут достигать около 900 квадратных километров. Тигр ежедневно проверяет свою территорию и ставит метки. Он метит свой участок мочой, а также оставляет на деревьях отметины от когтей. Благодаря пахучим меткам сородичи могут узнать информацию друг о друге. Например, какого пола то или иное животное. Если это самочка, то готова ли она к спариванию, половозрело ли это животное или нет. Тигры – охотники, и в основном они охотятся в одиночку. Только в сезон размножения, когда самец и самка несколько дней живут бок о бок, они могут охотиться вместе. Как и все кошки, кроме гепардов, они охотятся из засады. Наметив жертву, тигр маскируется в высокой траве или зарослях и медленно начинает подкрадываться к своей жертве. Несмотря на свои размеры, тигр умеет отлично маскироваться. Он может притаиться даже в сравнительно невысокой траве, которая казалось бы, не в состоянии укрыть даже небольшого хищника. Тигр старается подкрасться к намеченной жертве с подветренной стороны, как можно ближе, а затем делает внезапный и очень стремительный бросок. Преследование обычно длится всего несколько секунд. Нагнав жертву, тигр вцепляется в нее сначала своими большими когтями, а затем впивается в животное не менее грозными клыками. Тигр может сломать шею оленя, захватив ее своими лапами и сделав мощный рывок. Сила его передних конечностей такова, что ударом лапы он может сразить лошадь, перебив ей позвоночник. И добыча тигра крайне разнообразна. Его жертвой может стать любое животное, от мыши даже до слона, хотя это редкость. Обычно в Уссурийском крае тигр чаще всего охотится на кабанов и изюбрей. В Индии основу тигриного рациона составляют аксисы и замбары. Помимо этого, тигр охотится на всех остальных оленей, которые водятся в области его ареала. Индийских буйволов, гауров, обезьян, дикобразов и многих других животных, не брезгуя при этом падалью. Хотя падаль он ест реже, чем его кузен лев. Помимо этого, тигр высоко ценит собачатину и порой похищает собак прямо из деревень даже средь бела дня.
В местах своего обитания тигр пересекается со множеством других хищных животных, некоторые из которых не уступают, а порой превосходят его по силе. Давайте рассмотрим взаимоотношения тигра с наиболее грозными из них. В тайге, где водится амурский тигр, широко распространен второй по величине после белого медведя хищник – бурый медведь. Тем не менее, по словам охотников, тигры иногда нападают на медведей, хотя уссурийский бурый медведь является одним из самых крупных подвидов бурого. Исход таких схваток неоднозначен. Очень многое зависит от величины медведя, ведь бурые медведи очень разнообразны по весу, а также от охотничьих и бойцовских навыков обоих животных. А бывает и наоборот. Случается так, что и медведи отбирают у тигров их законную добычу. Это происходит, по всей видимости, потому, что тигр не хочет связываться с медведем, так как в процессе драки тигр может получить серьезное ранение. И даже если он убьет медведя, то может не выжить с такими-то ранениями. Так что, как говорится, игра не стоит свеч. Легче найти другую жертву. Волки – еще одни непримиримые враги тигра. Собравшись в большую стаю, могут предъявлять серьезную опасность даже для такого сильного зверя, как тигр. Обычно они не любят связываться с ним, как и он с ними, и стараются избегать друг друга. Тем не менее, известны случаи, когда огромная свора разрывала тигра. Отбивавшись, тигр, конечно же, уносил множество собачьих жизней с собой. Однако такие случаи скорее исключения, нежели правило. Нередки встречи тигра и с крокодилами. Как известно, эти страшные рептилии охотятся в воде, а охотничьи угодья тигра в Индии изобилуют водоемами. И второй по величине кошкой в Азии, в тех местах, где обитает тигр, является леопард. Он живет бок о бок со своим более могучим кузеном и старается не попадаться ему на глаза, так как при случае тигр может убить леопарда. А мы перейдем к делам амурным. Обычно тигры спариваются с тигрицами, чьи индивидуальные участки включены в их территорию. Однако бывает так, что за чужой самочкой начинает ухаживать соседний самец. В связи с этим в природе случаются стычки между двумя самцами тигров. Подобные поединки проводятся по определенным негласным правилам, так что вероятность получить серьезное ранение в ходе поединка крайне мала. Сначала тигры сближаются, рычат друг на друга, обмениваются взглядами. Тут важно малейшее движение, даже шевеление усов. Порой дуэли взглядов достаточно, чтобы определить победителя. Если же устрашение не приносит результатов, то тигры пускают в ход когти и клыки. Однако даже после таких столкновений поединок заканчивается лишь несколькими царапинами. Проигравший самец уходит, а победителю достается самочка. Животные остаются друг с другом около недели. В этот период они спят рядом и даже охотятся вместе. После кратковременного бурного романа тигр покидает самочку, и каждый отправляется по своим делам. Беременность тигрицы длится примерно 112 дней. У амурских тигриц беременность, как правило, на несколько дней более продолжительная, нежели у бенгальских. Когда беременность близится к концу, тигрица начинает искать удобное и безопасное место для родов. В среднем рождается 2-3 тигренка, однако изредка их может быть и гораздо больше – 5 или даже 7. Как и большинство детенышей хищных млекопитающих, они слепы при рождении и абсолютно беспомощны. По истечению первой недели жизни тигрята обретают зрение, а молочные зубки прорезаются ко второй неделе. В этот период самка очень агрессивна. Она убивает любого, кто осмелится подойти к логову слишком близко. При опасности тигрица может перенести тигрят в новое убежище. Тигрята питаются исключительно молоком вплоть до 2-месячного возраста, после чего к молоку добавляется уже и мясо. Как и все малыши, маленькие тигрята крайне любознательны и шаловливы. Они без устали играют друг с другом и с матерью и обследуют окрестности, однако мать не позволяет им далеко уходить от логова. В возрасте полугода мать отлучает детенышей от молока, а к году у них уже начинаются появляться коренные зубы. К 2 годам молодые тигры уже в состоянии охотиться самостоятельно, и мать покидает их. Первое время детеныши охотятся в компании братьев и сестер. Постепенно группа распадается, и каждый начинает жить в одиночку. Самки достигают половой зрелости в 3-4 года, а самцы в 4-5 лет. К 5 годам тигр достигает своего полного физического развития и уже в состоянии бросить вызов матерым самцам.
Тигры могут прожить 25 лет и даже более. Однако такое случается, как правило, в неволе. В дикой же природе продолжительность тигров составляет около 20 лет. И на данный момент существует 6 подвидов тигра. Бенгальский, амурский, малайский, индокитайский, суматранский и южно-китайский тигр. Печально, но буквально 100 лет назад было еще 3 подвида. Балийский, яванский и каспийский, он же туранский тигр. И раз подвидов немного, давайте посмотрим на этих красавцев поближе. И начнем мы, пожалуй, с амурского тигра, про которого, правда, у нас уже есть отдельное видео. Где-то в глухих дебрях уссурийской тайги, под хрустальным куполом зимнего неба, на мягком снегу оставляет следы величайший хищник севера – амурский тигр. Гигант среди кошек, воплощение силы и выносливости. Этот тигр выжил там, где холод пробирает до костей, где плоть зверя замерзает на ветру, где добыча редка и каждый день борьба за выживание. Но его прошлое скрывает не только Дальний Восток. В его генах течет память о великом брате, жившем среди степей и пустынь, там, где дул знойный ветер и клубилась пыль веков. Это туранский тигр, известный также, как и каспийский. Когда-то их судьбы были едины, но время и пространство развели их по разным концам Евразии. Как же получилось, что амурский тигр стал властелином тайги, а его брат исчез в песках? Древние тигры появились в Азии около 2 миллионов лет назад, и их первые представители напоминали скорее современных индийских тигров, стройные, стремительные, обитающие в теплом климате. Однако во время плейстоценовых миграций, когда ледники наступали и отступали, тигры распространились все дальше, осваивая новые земли. Именно в этот период одна из популяций ушла на северо-восток, двигаясь вдоль реки Амур и горного хребта Сихотэ-Алинь. Там климат становился все суровее, а леса гуще. Чтобы выжить, тигры должны были измениться, стать крупнее, чтобы сохранять тепло, отрастить длинную густую шерсть, развить мощные лапы для передвижения по снегу. Так постепенно появился амурский тигр, самый массивный из всех тигров, выживающий там, где другим крупным кошкам давно стало бы не по силам. Но другой поток тигров пошел на запад, вглубь Евразии. Они достигли степей Казахстана, гор Памира и даже берегов Каспийского моря. Там, где леса сменялись травянистыми равнинами, а зимы хоть и были холодными, но не столь суровыми, появился их отдельный представитель – туранский тигр. В отличие от своего дальневосточного собрата, туранский тигр предпочитал прибрежные леса рек, оазисы и камышовые заросли. Он охотился на сайгаков, кабанов и джейранов. Туранский тигр был чуть меньше амурского, но все же превосходил бенгальского, имел короткую шерсть и менее развитый слой подкожного жира. Однако, несмотря на климатические отличия, генетически он был практически идентичен амурскому. Ученые обнаружили, что амурские и туранские тигры разделились всего около 10 тысяч лет назад, когда ледниковый период окончательно ушел, а география Евразии изменилась. Это означает, что они были не просто родственниками, по сути это был один и тот же подвид, разделенный расстоянием. Судьбы этих двух великих хищников сложились по-разному. Если амурский тигр выжил в глухих лесах, несмотря на века охоты и вырубки тайги, то его западный собрат не выдержал натиска человека. С начала 19 века люди начали осушать и вырубать тугайные леса под сельское хозяйство. Развивалась охота, убивали не только тигров, но и их добычу. И последний дикий туранский тигр был убит в 50-х годах в Турции. Амурскому тигру повезло больше. Его родина глухая тайга, куда долгое время человек просто не мог добраться. В СССР в 1947 году ввели запрет на охоту на него, а сегодня строгая охрана помогает сохранить его популяцию. Поскольку амурские и туранские тигры генетически почти не отличались, ученые предложили реинтродукцию тигров в Центральную Азию. Проект возвращения тигров в Казахстан предлагает выпустить амурских тигров в пойму реки Или на границе Казахстана и Китая, восстановить их экосистему, вернуть сайгаков и кабанов, создать заповедную территорию для адаптации тигров. Эта идея не без сложностей. Тигры привыкли к тайге, а туранская природа несколько иная. Но если эксперимент удастся, то через десятилетия мы сможем вновь увидеть огромного полосатого хищника Центральной Азии.
Пока же в заснеженной тайге среди вековых кедров амурский тигр несет в себе память о своем вымершем брате, сохраняя древнюю линию, ускользнувшую из песков, но не из истории. Помимо своей крупности, амурский тигр – единственная большая кошка, живущая там, где температура зимой опускается до -40. Мех амурского тигра – живой щит от морозов. Он гуще и длиннее, чем у любых других тигров. Особенно пушистым становится воротник на шее, защищающий от ледяного ветра. Его лапы покрыты мехом, словно снегоступы, позволяя легко скользить по насту. Полосы амурского тигра шире и реже, чем у его тропических сородичей. Это не случайность. В плотном лесу, где солнечные лучи пробиваются сквозь кроны редкими пятнами, он сливается с окружающей средой. Величина амурского тигра обманчива. Несмотря на огромные размеры, он поразительно скрытен. Он может находиться всего в нескольких метрах от человека, и тот не услышит ни звука. Амурский тигр не терпит вторжений. Его владения могут простираться до 1000 квадратных километров, и он способен проходить до 60 километров за одну ночь, патрулируя свои земли. И пока он патрулирует, мы посмотрим на бенгальского тигра. Вопреки экспансии человека, этот тигр демонстрирует рост численности. За последние 4 года популяция увеличилась на 500 особей. Это стало возможным благодаря тому, что в Индии и Бангладеш бенгальский тигр признан национальным достоянием и находится под особой охраной. Этот хищник, обладающий завораживающей грацией и внушающий страх мощью, остается безусловным царем джунглей. Его размеры впечатляют. Длина тела вместе с хвостом достигает 3 метра, а вес самцов может превышать 250 килограммов. В отличие от амурского собрата, привыкшего к холодам, бенгальский тигр легко адаптируется как к знойным болотам, так и к прохладным лесам Гималаев. Основу его рациона составляют копытные животные – антилопы, буйволы и кабаны. Однако известны случаи нападения на людей, особенно в густонаселенных регионах Бангладеш. По некоторым данным, ежегодно от бенгальских тигров погибает около 100 человек. Вообще нормальный тигр старается избегать встреч с человеком и не рассматривает его как свою основную добычу. Людоедами становятся, как правило, либо покалеченные, зачастую по вине человека, либо больные животные. Также людоедом может стать старое и немощное животное, которое не в состоянии одолеть диких животных, а человек представляет собой легкую добычу. Говоря о людоедстве тигров, справедливости ради, надо заметить, что в их кровожадности во многом виноват сам человек. Чаще всего людоедами становятся бенгальские тигры, которые обитают в Индии. Причина людоедства бенгальских тигров заключается в том, что Индия перенаселена людьми. В этих местах тигры и люди часто сталкиваются друг с другом, и такие встречи чаще всего заканчиваются трагедией одной из сторон или даже обеих. Когда тигр становится людоедом, он превращается в профессионального убийцу, при мысли о котором у людей стынет кровь в жилах. Людоеды очень осторожны и крайне хитры, ведь их добыча человек очень умна, гораздо умнее их обычной добычи. Наряду с леопардом, тигры являются крайне опасными людоедами. Амурские тигры, насколько известно, редко обретают столь дурную привычку, и о случаях людоедства с их стороны практически неизвестны. Это легко объяснимо. Во-первых, и прежде всего на Дальнем Востоке плотность населения куда меньше, нежели в Индии. А во-вторых, как мне кажется, амурский тигр не так агрессивен, как его бенгальский родственник. Бенгал ревностно охраняет свои владения, площадь которых может достигать 70 квадратных километров. Рев тигра не просто предупреждение, а знак его силы, слышимый за несколько километров. Однако, несмотря на свою грозную репутацию, бенгальский тигр, как и любой другой представитель вида, остается все-таки уязвим перед действиями человека. Бенгальский тигр также известен своей любовью к воде. Он не только не боится ее, но и превосходно плавает. В сезон дождей это качество становится незаменимым для выживания. А мы передвигаемся в Индонезию. Там на острове Суматра сохранился редкий подвид тигра суматранский.
Острова – это отдельный мир, где природа живет по своим законам. В изолированных экосистемах обитают редкие и уникальные существа, сумевшие укрыться от разрушительной деятельности человека. Но даже здесь не все находят покой. Некоторым видам приходится бороться за выживание. Один из них – суматранский тигр. Маленький, но грозный властелин тропических лесов. Суматранский тигр – самый мелкий из всех ныне живущих подвидов тигров. Он уступает по размерам своим индийским и амурским родственникам, но это вовсе не делает его слабым. Его телосложение идеально приспособлено к жизни в густых лесах. Крепкие лапы, развитая мускулатура и невероятная ловкость позволяет ему преследовать добычу даже на сложном рельефе. Ученые считают, что эволюция сформировала этот подвид в результате естественного отбора. Ген, обнаруженный у суматранских тигров, сыграл ключевую роль в их адаптации. Когда-то они были частью более крупной группы островных тигров, но их ближайшие родственники, балийские и яванские тигры, уже полностью исчезли. Из-за уничтожения природных лесов тигры вынуждены уходить в труднодоступные районы. Их можно встретить даже на высоте до 2500 метров над уровнем моря, где густые джунгли скрывают их от человеческого вмешательства. Главное блюдо в меню суматранского тигра – крупные копытные животные, в основном олени весом от 100 килограммов. Но если предоставится возможность, тигр не упустит шанс поймать и более мелкую добычу – обезьян, птиц или даже пресмыкающихся. Этот тигр – настоящий водный охотник. Он с удовольствием проводит время в реках и болотах, охлаждая в жаркую погоду. Более того, он часто использует водоемы в качестве ловушек, загоняя туда добычу. В отличие от других подвидов, суматранские тигры обладают уникальной моделью поведения во время брачного периода. Самец остается с тигрицей не только во время беременности, но и на первых этапах воспитания потомства. Он покидает семью только после того, как тигрята становятся подростками. Суматранский тигр – гордый и скрытый хищник, приспособленный к жизни в дикой природе. Он прекрасно охотится, защищает свою территорию и избегает людей. Однако, если браконьерство и уничтожение лесов не прекратятся, он может стать еще одним призраком прошлого, как и балийский и яванский тигры. А где-то среди изумрудных джунглей Малайзии, там, где солнце прорывается сквозь плотный полог лиан, а древние деревья словно колонны подпирают влажный воздух, живет один из самых загадочных и редких тигров на планете. Это малайский тигр. Малайский тигр – относительно молодой подвид тигра. Он обособился от индокитайского лишь около 10 тысяч лет назад, когда уровень моря поднялся и затопил перешеек, соединявший Малайский полуостров с материком. Эта изоляция привела к формированию уникального подвида, который адаптировался к условиям тропических лесов. Исследования ДНК показали, что малайский тигр ближе к индокитайскому тигру, но при этом обладает рядом особенностей, выделяющих его среди сородичей. Он меньше по размеру, его полосы темнее и гуще, а поведение более скрытное. Малайский тигр уступает по размерам бенгальскому, амурскому и индокитайскому, однако его меньшие габариты скорее преимущество. Небольшие размеры делают малайского тигра быстрым, маневренным и невероятно скрытным. Местные охотники говорят, что даже опытному следопыту бывает трудно заметить малайского тигра, пока он сам этого не захочет. Лес может казаться пустым, но стоит сделать неверный шаг, и из-за кустов раздастся рычание, а затем удар молниеносных лап. Тигры предпочитают глухие места, где человек появляется редко. Однако леса быстро исчезают, уступая место пальмовым плантациям, из-за чего тигры вынуждены искать убежище все выше и выше в горах. Раньше малайские тигры встречались по всему полуострову, но сегодня их ареал сократился на более чем 50%. Лесорубы и фермеры с каждым годом отнимают у тигра дом, и хищник вынужден уходить туда, где его шансы на выживание уменьшаются. Сегодня в дикой природе осталось менее 250 малайских тигров. Этот подвид находится на грани полного исчезновения. Малайский тигр пока еще не исчез, но его рык звучит все реже и реже. Если человечество не остановится, возможно, однажды он станет лишь призраком прошлого. А это южно-китайский тигр. Он тоже небольшого размера. Самочки весят в среднем 110 килограммов, а мужские особи 150, в длину до 2,5 метров. И, кстати, в связи с меньшим весом, эти дикие коты бегают быстрее всех своих собратьев.
И китайский тигр идеально адаптирован к жизни в лесах. Его основной рацион – кабаны, мунджаки, косули и птицы. Он умеет передвигаться бесшумно, сливаясь с окружающей средой, и способен подкрасться к жертве буквально на расстоянии вытянутой лапы. На вопрос о количестве оставшихся в природе китайских тигров нет точного ответа. Одни источники говорят о 20 особях, другие вовсе заявляют, что этот подвид исчез в дикой природе. В китайских заповедниках и зоопарках живет около 60 тигров, но это число не дает надежды. Многие из них имеют общих предков, что делает их популяцию генетически уязвимой. И это, дорогие друзья, были подвиды тигров. Но это еще не все. Оказывается, еще бывают гибриды тигра и льва. Это лигр. Гибрид между львом-самцом и тигрицей-самочкой. Это и есть самая большая киска на планете. Родители лигра относятся к одному и тому же биологическому роду пантер, но к разным видам. У самцов лигров, за редким исключением, почти отсутствует грива, и в отличие от львов, лигры умеют и любят плавать. Самым большим лигром считается кот по имени Геркулес. Геркулес родился в 2002 году в Институте исчезающих и редких видов из-за того, что львы и тигры содержались в общих больших вольерах. В 2006 году Геркулес был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный представитель кошачьих из живущих на Земле. Тигр на сегодня является самым малочисленным видом кошек рода пантера. В дикой природе тигров осталось всего около 6000 особей. Самый многочисленный подвид бенгальский тигр, а самый редкий южно-китайский. И эти цифры просто поражают воображение. Тигры за столетия исчезали один за другим, и теперь остались лишь тени среди деревьев. Почему их осталось так мало? Таких красивых полосатых хищников. Сильный, величественный хозяин своих владений оказался беспомощным котенком перед человеком, и будет непоправимой ошибкой не сохранить этих полосатых кошек на нашей планете. Когда-нибудь, возможно, они вернутся, если человек вспомнит, что мы такие же гости на планете, как и они, полосатые красавцы, воплощение силы, красоты и грации. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.